Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Лада. Добро пожаловать на YouTube-канал «Любимое дело». В этом видео покажу, как крашу газетные и бумажные трубочки для плетения в бирюзовый цвет. Как обычно, в видео показываю процесс, ну а в описании под видео пишу подробнейший рецепт с пропорциями. Обязательно заглядывайте в описание, там очень нужная информация. Трубочки здесь у меня накручены из чистой потребительской газетной бумаги, без принта, поэтому красятся в бирюзовый цвет они без труда и проблем. Но бирюзовый цвет оказался в некотором роде сложным цветом, чуть попозже расскажу почему. Из материалов использую эмаль белую для радиаторов, колер бирюзовый, также у меня еще есть колер морская волна вот в таком пакетике, но это оказались совершенно одинаковые два цвета, поэтому можно использовать один из них. Также использую голубую акриловую краску, если ее нет, можно использовать голубой колер или каплю синего колера. Я в описании под видео напишу более подробно, как можно заменить. Также ложки кисти для замешивания, баночка и воду. Добавлю чуть попозже. Лак в этот раз решила не добавлять. Для начала беру эмаль белую для радиаторов, столько, сколько нужно. Опять же, пропорции, напоминаю, смотрите в описании под видео. Если вы видео смотрите не в YouTube, то лучше зайти в YouTube на мой канал и посмотреть видео уже на канале. Так вам сразу открывается и описание под видео, и вот этот подробный рецепт с пропорциями. Итак, беру эмаль белую для радиаторов, в нее добавляю колера столько, сколько нужно, до того, что я вижу, что цвет меня устраивает. Здесь я добавила и бирюзовый колер, и также голубую акриловую краску или голубой колер. В принципе, практически тот же самый эффект дает. Все очень хорошо перемешиваю. А когда все это хорошо перемешалось, добавляю воды столько, сколько нужно. Опять же, все очень хорошо перемешиваю здесь не ложкой, а кисточкой, потому что кисточка, она перемешивает вот эти пигменты и с водой смешивает очень хорошо. Как только раствор готов, я беру тестовую трубочку и крашу трубочку этим раствором. И даю ей чуть подсохнуть, посмотреть, какой цвет получается. Это очень-очень важно, и это избавит вас от лишних трудностей. Например, бывает такое, что многие сразу берут пучок трубочек и красят пучок трубочек, а потом в цвет не попадают. И уже, или сложно исправить цвет, или практически невозможно. Такие случаи были. Поэтому обязательно держите под рукой тестовые трубочки, те, которые плохо накрутились, или какие-то там, знаете, бывают ошибки такие у нас. Вот эти трубочки не выбрасывать, их можно использовать вот для таких тестовых случаев. Смотрим, трубочка покрасилась, попала я в цвет, не попала. Если попала, то уже беру пучок трубочек, который у меня заготовлен, и крашу их. Здесь я беру пучок трубочек, где-то 40 трубочек беру за раз, крашу. Такой тонкой кистью все-таки сложно покрасить, поэтому я кисть поменяла на толстую. Крашу, даже не на толстую, широкую кисть, вот широкой кисточкой крашу трубочки, очень хорошо, бережно. Здесь я не стала купанием их красить, я посчитала, что кисточкой мне будет хорошо. Крашу кисточкой, не нужно их слишком тереть очень сильно, тогда они будут просто шершавые или размокнут у вас, в общем, вы их как-то повредите. Очень бережно красим трубочки, покрасили один пучок, положили его сушиться, взяли другой пучок и так далее до конца. Обязательно смотрите, чтобы трубочки у вас не склеивались, но практически при таком рецепте у меня трубочки никогда не склеиваются. Если, конечно, вы добавите уже чуть больше эмали или лака добавите много, то тогда нужно смотреть, потому что трубочки реально могут склеиться. Обязательно следите за этим. По этому рецепту, который я вам здесь рассказала, трубочки покрасились идеально, ровненько. И я попала точно в тот цвет, который мы с заказчицей заранее согласовали. Единственное, что я столкнулась с одной болью, если это можно так сказать. В общем, мне нужно было сфотографировать трубочки, чтобы показать цвет трубочек, который получился, заказчице отослать. И я поняла, что ни одна камера в моем доме не передает по-настоящему тот цвет, который получился, бирюзовый. Вообще никак не передает, никакими способами. Я по-разному фотографировала эти трубочки, чтобы добиться хотя бы большей приближенности, к тому, что есть, никак.
Даже танцы с бубнами не помогли. Но я вышла из положения. Сейчас я вставлю фотографию трубочек, которые имеют вот настоящий цвет. Это их цвет настоящий. Камера здесь вообще не передает этого, совсем другой оттенок передает. Что я сделала? Я сфотографировала трубочки прям максимально, как вот мне удалось приблизиться к настоящему цвету. Вот такое фото получилось. И я из этого фото сделала вот это фото. Второе с помощью простого редактора, встроенного в мой телефон, где можно изменить оттенок. То есть я путем изменения оттенков в фоторедакторе догнала цвет до того, который в настоящем, вот в реальности есть. Вот так я вышла из положения. Может быть, кому-то этот опыт пригодится. Я буду только рада. Ну а так, эксперимент удался. Все удалось. За исключением маленького нюансика, ну это уже мелочи. Очень надеюсь, что и видео пригодится. Обязательно подробный рецепт в описании оставляю. Желаю всем легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!